Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео мы с вами будем вязать горловину и ложную кетлевку для детского джемпера. Сейчас я для вас снимаю подробный мастер-класс по вязанию детского джемпера на возраст 1-2 года. Мастер-класс я решила разделить на части, и поэтому в данной части мы с вами сделаем расчеты для горловины, вывяжем горловину, как я сказала, и вывяжем ложную кетлевку. Край получается эластичный, хорошо тянется, при этом, вот видите, достаточно хорошо держит форму. Надеюсь, данное видео будет вам полезным и понятным, поэтому переходим непосредственно к расчетам и вязанию. Вязать джемпер я буду из пряжи Gazal Baby Cotton XL. Метраж у данной пряжи будет идти на 50 грамм 105 метров. Вязать резинку у джемпера я буду спицами 3 мм. Основное полотно я буду вязать спицами 3,5 мм. Поэтому перед тем, как приступать делать расчеты, мы с вами должны связать образец лицевой гладью тем же номером спиц, которым мы будем вязать основное полотно, то есть 3,5 мм в моем случае. После чего мы должны рассчитать плотность вязания, то есть сколько у нас получается петель в 1 сантиметре. Плотность моего вязания идет вот в 1 сантиметре 2 петли. После того, как мы с вами высчитали плотность вязания, мы с вами должны определиться с возрастом, на который мы планируем вязать данный джемпер. Свой джемпер в мастер-классе я буду вязать на возраст ребенка 1-2 года. После чего мы приступаем к расчету петель. Для этого мы должны взять окружность головы ребенка, соответствующая данному возрасту. Я сейчас посмотрела по таблице, и окружность головы у деток вот 1-2 года соответствует где-то 46-48 сантиметров. Я беру большее значение, вот 48 сантиметров. Это окружность головы ребенка. Дальше к окружности головы ребенка мы прибавляем окружность шеи ребенка. Это значение также можно посмотреть в интернете. Есть специальные таблицы, где вот, как я говорю, можно посмотреть, какая идет окружность шеи у деток. Ну вот в данном случае 1-2 года, ну или выбираете нужный для вас возраст. Я сейчас посмотрела, что окружность шеи равна 26 сантиметров. Теперь мы эти две цифры складываем, после чего результат делим напополам, на 2. То есть мы высчитываем среднее значение. И в моем случае я получаю 37. На свободу облегания я еще дополнительно сейчас прибавляю 3 сантиметра. И в итоге я получаю, что ширина моего полотна для горловины должна быть равна 40 петлям. Если вы не хотите, чтобы джемпер прилегал к горловине, скажем так, плотно, то можно не высчитывать среднее значение. Мы берем просто окружность головы ребенка. То есть вот, допустим, в данном случае просто 48 сантиметров. В этом случае горловина получается более свободно. То есть и так можно. Или если хотите, чтобы шея ребенка, скажем так, была прикрыта, то мы высчитываем в этом случае среднее значение. То есть после того, как мы с вами определяемся с шириной полотна, мы определяемся далее с количеством петель, которые мы должны набрать. То есть мы берем ширину полотна, умножаем на плотность вязания. И я получаю, что для набора петель вот на горловину я должна набрать сейчас 80 петель. Плюс, конечно же, 1 петля для того, чтобы соединить вязание в круг. По этому же принципу вы сможете рассчитать, сколько петель вам необходимо набрать. И, соответственно, и образец вы можете связать абсолютно из любой пряжи, и джемпер вы можете рассчитать абсолютно на любой возраст. И далее я беру пряжу и спицы. Вязать горловину, как я сказала, я буду спицами 3 мм. Для удобства вязания в моем случае я буду использовать длину спиц 40 сантиметров. И теперь вот обычным способом набора с помощью длинного хвоста на 1 спицу. И я сейчас набираю
В моем случае по расчетам моим 80 петель и плюс 1 петля для того, чтобы соединить вязание в круг. То есть я сейчас вот набираю 81 петлю. Итак, на спице я сейчас вот набрала 81 петлю. Теперь вот аккуратно все петли мы распределяем по вот всей длине спиц. Если вы вяжете на более длинных спицах, то в середине вытаскиваем петлю из лески и вяжем способом Magic Loop. И теперь смотрите, мы с вами будем соединять вязание в круг. Для начала мы должны убедиться, что нигде ничего не перекручено. То есть вязание мы сейчас берем вверх вот этой косичкой наборной. С обратной стороны у нас идут вот такие вот узелки. То есть получается, я сейчас беру в левую руку вот ту спицу, на которой нет никаких кончиков, и в правую руку я беру вот спицу, где мы закончили набирать наши петли, и вот на ней, на этой спице расположены кончики нитей. Теперь на правую спицу я аккуратно снимаю одну петлю, так вот с левой спицы, и теперь левой спицей я подхватываю последнюю набранную петлю. То есть это та петля, на которой расположена нить вот от моточка. Так, и аккуратно сейчас эти ниточки подтягиваю, после чего петлю, которую я переснимала с левой спицы, я возвращаю обратно. То есть вот я соединила наше вязание в круг. И теперь я сразу буду приступать к вязанию резинки первого ряда. То есть вот моя ниточка от моточка. То есть так как петли мы набирали на одну спицу, поэтому первый ряд будет тяжеловато провязывать, но дальше будет все хорошо. Поэтому вяжем внимательно и не спеша. Одну петлю и я сейчас провязываю лицевой, одну петлю провязываю изнаночной. Одна петля лицевая, одна петля изнаночная. Итак, вот я практически довязала до конца первый ряд. Так, изнаночная. Вот начинала вязание я с лицевой петельки. При необходимости мы можем повесить маркер или нить контрастного цвета, которая будет обозначать начало нашего ряда. И теперь, начиная со второго ряда, я буду провязывать все петли по рисунку. То есть вот лицевые петли я провязываю лицевыми, изнаночные петли провязываю изнаночными. Все петли я сейчас буду провязывать за правую стенку каждой из этих петель. То есть вот в моем случае сейчас у лицевых петель правая стенка расположена перед работой, у изнаночных петель правая стенка расположена за работой. Поэтому вот я и провязываю одну петлю вот изнаночную, а одну петлю лицевую. Изнаночная петля, лицевая. Таким образом мы сейчас самостоятельно должны вывязать всю необходимую высоту резинки. Итак, вот я провязала необходимую мне высоту горловины. Вы можете вязать эту резинку любое количество рядов. Здесь у меня всего провязано 11 рядов, и высота резинки равна, ну смотрите, где-то примерно 3,5 сантиметра. Теперь я буду вывязывать ложную кетлевку. В начало ряда я вешаю маркер, и теперь мы с вами должны удвоить количество наших петель. Поэтому приступаем к вязанию первого ряда кетлевки. Начинать мы будем с накида, поэтому делаю накид вот таким образом, набрасывая нить на спицу вот на себя, после чего я провязываю по порядку одну петлю лицевую. Снова делаю накид, и вот резинку я больше вязать не буду, и следующую изнаночную петлю я также провязываю лицевой. Накид, одна петля лицевая, накид, одна петля лицевая. Так мы вяжем этот ряд до конца. Перед каждой петлей мы делаем накид, и все петли вот нашей резинки мы провязываем лицевыми. Накид, одна петля лицевая, накид, одна петля лицевая. Довязываем этот ряд до конца. В конце ряда накид, лицевая, накид, лицевая петля, и я дошла вот до маркера, который обозначает начало ряда.
маркер перебрасываю на правую спицу, приступаю к вязанию сразу второго ряда. И сейчас накиды, которые мы с вами делали, мы сейчас во втором ряду будем провязывать изнаночными скрещенными петлями. То есть вот за переднюю короткую стенку я провязываю накид изнаночной петлей. Лицевые петли мы сейчас провязывать не будем. Эти петли я сейчас вот за правую стенку петли буду просто переснимать, нить рабочую оставлять за работой. Накид за переднюю вот короткую стенку я провязываю изнаночной петлей, то есть вот одна изнаночная, лицевую петлю снимаю, не провязывая нить рабочую, оставляя за работой. Одна петля изнаночная, одну петлю переснимаю, одна изнаночная петля, одну петлю снимаю, нить рабочую оставляя за работой. Таким образом мы сейчас вяжем до конца второй ряд. В конце ряда вот я провязываю одну петлю изнаночную, лицевую петлю переснимаю, нить рабочую оставляя за работой. И это я сейчас провязала уже второй ряд кетлевки. Маркер перебрасываю на правую спицу, приступаем к вязанию третьего ряда. И здесь смотрите, во втором ряду мы изнаночные петли провязывали, лицевые переснимали. В третьем ряду мы будем делать наоборот. То есть изнаночные петли мы будем просто переснимать, но при этом нить рабочую оставлять перед работой. А лицевые петли, которые мы переснимали в предыдущем ряду, эти петли я буду провязывать лицевыми. То есть вот изнаночную петлю за вот правую заднюю стенку я снимаю, не провязывая нить рабочую, оставляя перед работой. Лицевую петлю провязываю лицевой. Изнаночную снимаю, лицевую петлю провязываю лицевой. Изнаночную переснимаю, лицевую петлю провязываю лицевой. Так мы вяжем до конца третий ряд. И вот я довязала до конца третий ряд. Приступаю к вязанию четвертого ряда. И в четвертом ряду я здесь сейчас изнаночные петли буду провязывать изнаночными, а лицевые петли я буду просто переснимать, нить рабочую оставляя за работой. Так, дальше изнаночную петлю я провязываю, лицевую просто переснимаю, оставляя рабочую нить за работой. Изнаночная петлю снимаю, изнаночная петлю переснимаю. Вяжем так до конца четвертый ряд. Итак, я довязала до конца четвертый ряд, то есть в конце вот ряда лицевую петлю я переснимала. Далее маркер перебрасываю на правую спицу. Сейчас мы с вами провяжем последний пятый ряд. И здесь мы сейчас снова меняем вот наши петли. То есть те петли, которые мы провязывали, сейчас мы будем переснимать. Поэтому изнаночную петлю я переснимаю, нить рабочую оставляя перед работой, а лицевую петлю я провязываю лицевой. Вот за заднюю правую стенку изнаночную петлю я переснимаю, оставляя рабочую нить перед работой, а вот лицевую петлю я провязываю лицевой. Так мы сейчас должны довязать самостоятельно до конца пятый круговой ряд. Итак, вот я провязала 5 рядов, получается полой резинки. И сейчас мы будем вновь возвращать изначально набранное количество петель. То есть мы сейчас с вами будем провязывать по 2 петли вместе. Этих 2 петли можно провязывать вместе или лицевыми, или изнаночными. Если вы хотите, чтобы визуально было разделение, скажем так, вот нашей верхней части резинки и далее основного полотна джемпера, я буду провязывать 2 петли изнаночными. Поэтому маркер перебрасываю на правую спицу, и теперь 2 вот сразу петли буду провязывать вместе изнаночной петлей. Можно эти 2 петли провязывать и вот 2 петли вместе лицевой петлей. Тогда сразу у нас наша ложная кетлевка будет переходить в полотно вот вязаное лицевой гладью. Ну а я сейчас вот буду провязывать просто
2 петли вместе изнаночной петлей. И опять сразу 2 петли провязываю вместе изнаночной петлей. 2 вместе петли изнаночной петлей. И так я буду вязать сейчас до конца весь этот ряд, провязывая по 2 петли вместе. В конце ряда я также провязываю вот 2 петли вместе изнаночной петлей. И вот я провязала, получается, горловину, кетлевку, и снова вернула на спицы изначально набранное количество петель. Сейчас в следующей части мастер-класса мы с вами приступим к расчету реглана, вывяжем росток попетельно с вами вместе. Поэтому на данном этапе, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх этому видео. Сейчас мы с вами будем прощаться. До новых встреч и всем пока-пока.